Красные линии растоптаны, Киев пошел на уступки, но Москва, похоже, не собирается принимать условия Вашингтона. Жесткое обращение МИД к Путину. Париж готов ввести войска. По первой отмашке из Киева, куда они отправятся и чем займутся на фронте, обо всем расскажем. Громкое признание в окружении Путина, говорят о потере суверенитета России. Досмотрите. Сторонники Трампа и оружие для Украины. Вы удивитесь, узнав данные опросов. Мария Захарова наконец-то рассказала правду о себе и о том, кто на нее охотится. Об этих и других главных событиях утро среды 26 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Красные линии растоптаны. Украина дала согласие на то, что еще недавно выглядело этой самой красной линией, ограничить численность своих вооруженных сил до 800 тысяч человек. Именно так утверждает Financial Times, ссылаясь на украинского чиновника. Это только одна из самых чувствительных правок в американском мирном плане, вокруг которого идет жесточайшая дипломатическая борьба. По данным Financial Times, в плане остаются два самых взрывоопасных пункта – территории и гарантии безопасности от США. Эти вопросы вынесены на уровень личных переговоров Зеленского и Трампа. Украинские чиновники, близкие к офису президента, подтверждают, новые условия действительно включают территориальные элементы и обязательства Вашингтона. Но вот вопрос личных переговоров висит в воздухе. На данный момент нет никаких планов. Как вы знаете, здесь все может меняться очень быстро. Поэтому мы будем держать вас в курсе, но сейчас такая встреча не запланирована. Financial Times напоминает, на Аляске Трамп заявил, что США готовы признать аннексию Крыма и заставить Украину отойти с отдельных позиций в Донецкой области при условии прекращения огня России. Но даже такая версия плана рискует не взлететь. Москва уже дала понять, что может отклонить обновленный проект, несмотря на прогресс Киева и Вашингтона. Хотя в Белом доме продолжают утверждать, что все хорошо. За последнюю неделю США добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению, посадив за стол переговоров и Украину, и Россию. Остаются несколько деликатных, но вполне решаемых деталей, которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами. Институт изучения войны 25 ноября отметил, российские чиновники отвергают как первоначальные, так и пересмотренные варианты и пытаются переложить ответственность за тупик на Европу. Но Европа уже, похоже, тоже передумала и уже больше согласна на компромиссы. Первоначальный вариант плана содержал положения, которые были неприемлемыми, но также и очень важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира. Например, он предусматривает шаги по гарантиям безопасности со стороны США и партнеров. Это имеет большое значение, и обсуждения в Женеве сделали важный шаг вперед благодаря прогрессу между США и Украиной по обновленной мирной рамке. Франция фактически открыла дверь к тому, что еще недавно казалось немыслимым – появлению войск союзников на территории Украины после подписания мира. Макрон сказал это прямым текстом и сразу дал понять, что Париж готов идти дальше привычных рамок и теперь создает силы гарантирования стабильности. Есть британские, французские и турецкие солдаты, которые в день подписания мира, то есть не в условиях войны, будут находиться там для проведения операций по обучению и обеспечению безопасности, как мы уже делаем в некоторых странах на восточном фланге НАТО. Но это совершенно не связано с обсуждаемой темой, и я считаю, что нужно немедленно развеять любые заблуждения относительно того, что мы собираемся отправлять нашу молодежь в Украину. По его словам, ключевая гарантия безопасности не бумажные формулы, а мощные силы обороны, способные сдерживать любую новую агрессию. И именно поэтому после завершения войны в крупных украинских городах, Киеве, Одессе и других, могут появиться контингенты союзных стран. Речь не о наступательных задачах, эти силы займут тыловые позиции, не приближаясь к линии фронта. Их роль – подготовка украинских подразделений, укрепление внутренней безопасности и создание стабильной опоры для послевоенного устройства.
Россия делает вид, что держит паузу. Лавров заявил, что мирный план Трампа Москва так и не получила официально, хотя его 28-пунктная версия давно гуляет по столам переговорщиков и медиа. Интрига в том, что Россия ждет от США уже другую редакцию, согласованную с европейцами и украинцами, но утверждает, что ее никто не присылал. Дальше прозвучал главный нерв заявления главы российского МИДа. Лавров предупредил, если из будущей версии будет вымаран дух и буква Анкориджа, это была цитата, тех базовых пониманий, которые Москва считает для себя принципиальными, ситуация будет другой. Кроме того, у Лаврова появились какие-то власти Европы, видимо, новая темная сила, которой противостоит Россия. Вот эту доброжелательность, а на самом деле всегда хотели России вреда и беды. И то, что сейчас они предрекают крах нашей экономики, что наш народ поднимется с вилами и всех свергнет, это лишний раз показывает, что все-таки Европа она в очередной раз доказывает свою репутацию. Но не все в Европе готовы так просто сдаваться. Страны, что находятся ближе к границам РФ и ощущают вероятность нового вторжения, не спешат соглашаться со всем. Учитывая стремление украинцев и всех нас в Европе к тому, чтобы мир наконец восторжествовал, все зависит только от Путина. Он начал эту войну, и теперь он должен ее закончить. Если он хочет мира, он должен наконец проявить готовность к переговорам. Мы, Украина, Европа и США, готовы. Теперь решение должен принять Путин. А сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов, каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с нами, и продолжаем. Поддержка Украины среди сторонников Дональда Трампа оказалась вовсе не такой, как часто рисуют в публичных спорах. Свежий опрос The Vandenberg Coalition показывает, что 72% его избирателей выступают за помощь Киеву и за то, чтобы Россия понесла ответственность за войну. Социологи уточняют, более половины сторонников нынешнего хозяина Белого дома поддерживают передачу Украине американской разведывательной информации и даже продажу ракет «Томагавк» для ударов по целям внутри России. Это резко контрастирует с риторикой части республиканского истеблишмента, который пытается представить электорат Трампа антиукраинским. Большинство участников опроса продолжают считать виновником провала переговоров Владимира Путина. Только 16% готовы поддержать позицию Кремля о необходимости территориальных уступок со стороны Украины. При этом 83% хотят сохранить как минимум текущий уровень американских обязательств в Европе, в том числе по Украине и НАТО, и только 15% выступают за полный отказ от поддержки Киева. Россия переживает крупнейшее падение нефтяных поставок в Китай за годы, но Игорь Сечин предпочел обернуть кризис в триумф и выдал в Пекине речь, насыщенную цифрами, амбициями и попыткой показать, что Москва все еще незаменима, но уже на вторых ролях. На 7-м российско-китайском энергетическом форуме глава Роснефти уверял, Россия готова обеспечить Китай энергией, пока тот движется к собственным стратегическим целям. Фактически стать ресурсным придатком Пекина. Сечин ссылается на формулу Си Цзиньпина «Безопасность – основа развития, развитие – гарантия безопасности». Россия имеет уникальную ресурсную базу и готова использовать ее для обеспечения Китая, который является единственной промышленной супердержавой и обеспечивает 35% мирового промышленного производства. Сечин напомнил о китайском плане до 2035 года построить социалистическую модернизированную державу и сохранять рост экономики на уровне около 5% ежегодно. Далее глава Роснефти выкатил главный аргумент. Совокупная стоимость природных ресурсов России почти $100 триллионов, почти вдвое больше, чем у США. Органическое замещение запасов у западных компаний, по его словам, держится на уровне 40%, тогда как Роснефть демонстрирует более 100% благодаря широкой ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведки. Он назвал Россию ключевым игроком на энергетическом рынке, оценив ее долю в мировом экспорте углеводородов в 15%. Мария Захарова наконец-то рассказала все. О своих проблемах с алкоголем говорит, все это проделки синего змея. Ну, не ее, в общем. Все это пьяные выдумки. А вы понимаете, почему? Больше нечего найти. Искали днем с огнем, видимо. Я думаю, что не
завышая оценок, но думаю, что нехилые были силы потрачены для того, чтобы где-нибудь там в натовских кулуарах или в натовских коридорах или в натовских кабинетах найти какой-то повод вот что-нибудь такую погаже придумать. Все НАТО сломало копья мозг и расформировало несколько подразделений, которые не справились с поставленной задачей. Сибирь и Урал накрыл цифровой обвал. WhatsApp массово лег в Новосибирской, Свердловской, Томской, Курганской областях, Красноярском крае и Хакасии. На даун-детектор из сбой.рф за сутки более 1000 жалоб. У пользователей не отправляются сообщения, не грузятся медиа, уведомления приходят с задержками, а иногда приложение просто не открывается без VPN. Что-то похожее пользователи уже наблюдали, когда в РФ собирались прикрыть YouTube. Местные издания пишут, сбой касается прежде всего мобильного интернета. Через домашний Wi-Fi мессенджер работает куда стабильнее. Это уже выглядит не как случайность, а как продолжение давления. В августе Роскомнадзор рубанул по звонкам WhatsApp и Telegram для борьбы с преступниками якобы. В октябре ввели власти новые ограничения, обвиняя сервисы в игнорировании требований. Ну а затем заблокировали СМС-регистрацию, вынудив платформы перейти на подтверждение через email. Формально WhatsApp принадлежит Meta, признанной в России экстремистской. Неофициально его давно готовят к вытеснению. Зампред Думского комитета Антон Горелкин открыто заявил мессенджеру, пора готовиться к уходу, а заменить его должны на суверенный Max. Сервис, который передает данные силовикам и отслеживает активность пользователей. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.